Друзья мои, иногда бывает в жизни, что вашу жизнь портят люди, но вы их не знаете, не видели. Они могут вам написать гадости, они могут вам сделать зло из-под тишка, они могут вас подставить, но вы не знаете, кто они. То есть это невидимые враги. И многим кажется, что если они пишут под аватарами, не видно ни имени, ни фамилии, ни лица, значит, они в безопасности. Они весьма наивные люди, если так думают. Поскольку испокон веков у колдунов существовал такой метод защиты. Называется «от невидимых врагов». Если мы искали бы каждого человека по фото, искали бы его дом, улицу и так далее, то грош нам цена. Нам достаточно захотеть, и наши стражники наказывают любого человека, находят. Они-то знают, кто нам только что написал, там какой-то мумусик-пупусик, которого на самом деле, может, зовут там Марьяна Дмитриевна, ну так условно говоря, да. Это мы не видим, а они видят это все. Вот как можно сделать на невидимых и видимых врагов, так, чтобы твои стражники получили задание и шли их уничтожать. Они, конечно, за нас наказывают очень сильно, потому что у нас есть защита, потому что мы заранее начитываем и просим, чтобы нас обезопасили, чтобы нам помогали. А как иначе с нашей-то нелегкой работой и жизнью, если мы не обезопасим себя, то, конечно, надолго нас не хватит. Но когда ты даешь определенные задания демонам, то тогда они нацелены, целенаправленно, быстренько очищают пространство от твоих врагов. То есть это намного эффективнее, быстрее и нужный метод. Итак, это мой ритуал. Опять же, написан на основе разных вариантов. Я создала свой, более легкий и более сильный, скажем так. Рабочий очень. Поскольку здесь элементы вуду, чтобы куклу не делать, у меня есть своя вот эта кукла черная, которая олицетворяет всех врагов. Для начала ее нарекаем именем всех врагов, но я сейчас покажу как. Значит, 2 иглы, они серебряные, можно взять обычные, если у вас нету. Цыганские иглы, вот такие толстые, да, знаете сами. Один втыкается в сердце, другой в голову. Значит, синий цвет – это цвет богов Вуду, обозначающий агрессию, агрессивных богов, темных богов, и красный цвет – цвет агрессии. То есть в этом ритуале хочу вам сказать, что эти цвета свечей, они обозначают агрессию, но никак не удачу. Для начала начинаем так. Ты человекоподобное создание с 2 руками, с 2 ногами, глазами, ушами, но без слуха и голоса. Я тебя нарекаю именем невидимых и видимых врагов. И месть моя через тебя падет на них. Берем иглу, тыкаем в голову и в сердце. Как ханское войско людей убивало, не щадя ни седого, ни молодого, города до селения разоряла, дворян и крестьян убивала, князей до бояр уничтожала, так и мои стражники, могучие демоны, пусть как то ханское войско, убивают, разоряют, не щадят, не прощают моих невидимых и видимых врагов. Их дома разоряют, их гнезда сжигают, кем бы ни были обидчики мои, но мои демоны их найдут, растопчат, уничтожат, доли лишат, разорят, в могилы уложат, кто меня обидел, кто меня унизил, кто мне вред причинил, кто мою душу очернил. Тем рать демонов ответит: о великая рать демонов, о сила великой тьмы, прозерпиной ада заклинаю и призываю, направь демонов к цели, и да исполнится воля моя.
заклято. Вот эту куклу сохранить до того момента, пока вы не узнаете, что один за другим люди, которые вас обидели, наказываются. Этот ритуал используйте очень аккуратно. Почему? Потому что последний раз, когда я делала, у людей чуть дом не сгорел. У других была авария, очень большие убытки. Смерти не было, точно скажу, то есть как есть на самом деле. Там, где смерть, это по-другому делается, хотя здесь тоже возможно смертельные исходы, но очень большие разорения. Поэтому если вы разозлитесь, сделаете человеку, которого не очень-то и хотели наказать особо сильно, потом боюсь, что вам придется отмаливать, откупиться от этих демонов. Поэтому примените это только к своим врагам. И если вы знаете образ этих врагов, то пронесите в голове. И даже можете их назвать. То есть этот ритуал можно под себя переделать слегка, не очень не советую, и провести. А результат не заставит вас ждать долго. Всего хорошего, удачи!